Друзья, всем привет! Знаю, что все вы ждали от меня рецепт какого-нибудь вкусного постного десерта. Дождались. Сегодня мы с вами приготовим вкусный, ароматный, красивый тыквенный кекс с кусочками фиников и ароматом апельсина, оранжевой сердцевинкой, и никто не догадается, я говорю о детях, которые не любят тыкву, никто не догадается, что там есть тыква. Ну что, заинтриговала я вас? Давайте скорее начинать. Включаем духовку на 170 градусов с конвекцией, с обдувом. Оп. Для приготовления тыквенного кекса нам понадобится 200 граммов муки, 200 граммов натертой на мелкой терке тыквы, 70 граммов коричневого тростникового сахара. Да, конечно, вы можете заменить его на белый, свекольный, но я предпочитаю именно в этом рецепте использовать коричневый тростниковый. 70 граммов растительного масла рафинированного без запаха, 80 миллилитров апельсинового фреша, цедра одного апельсина, 10 граммов разрыхлителя, 50 граммов фиников и 30 граммов миндальных слайсов. Вообще в этом рецепте можно, если по каким-либо причинам вы не хотите добавлять финики, вы можете их и не добавить. Убираю косточку. Но мне очень нравится, когда в красивой оранжевой мякоти кекса попадаются кусочки финика. Нарезаем небольшие кусочки. Склеился, ничего страшного, мы его потом, финичек, расклеим. Кстати, сюда можно добавлять и грецкие орехи, и курагу, но мне больше всего нравится финик. Берем большую миску, отправляем в нее натертую на мелкой терке тыкву, растительное масло, сок апельсина, коричневый сахар тростниковый и цедра апельсина. Если вы любите корицу, можно добавить немного корицы. Когда натираете цедру апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, цедру цитрусовых, натирайте до белой части. Только вот эту цветную тонкую корочку, иначе может горчить. Недавно готовили мандариновый пирог с вами, если вы помните, шикарный, вкуснейший рецепт. И кто-то написал комментарий, что немного он горчил. Почему такое могло произойти? Скорее всего, по этой причине. Сюда же финики перемешиваем. Как раз финик расклеится. Соединяем муку с разрыхлителем, перемешиваем. Отправляем все сюда же. Оп. И вымешиваем тесто. Все очень просто и легко. Здесь очень сложно вообще ошибиться и сделать что-то не так. Все, тесто готово. Подготавливаем формы для кекса. Это моя хорошая формочка. Промазываю форму. Это ведь постный кекс, поэтому у меня здесь растительное масло. Сюда же отправляем миндаль, хлопья, слайсы такие. Оп. Так, переворачиваем формочку. Миндаль должен приклеиться. На дно выкладываю немного больше слайсов. А здесь, признаюсь, бортики я иногда вот так, если есть время и желание, просто выкладываю. Так, и вторая, то же самое. Все, формы готовы. Духовка разогрелась. Выкладываем тесто. Заполняем тестом до середины формы. Не делайте этот кекс очень высоким, потому что он не пропекается, не приносит столько удовольствия. Вот так. Высота приблизительно 3 сантиметра, этого достаточно. Он еще приблизительно на сантиметр подрастет в духовке, так как у нас здесь в рецепте есть разрыхлитель. Отправляем противень с формы в разогретую до 170 градусов духовку приблизительно на 40-45 минут. Иногда у меня на это уходит даже 50 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой. Она должна быть абсолютно сухой. Кекс провел в духовке 45 минут. Я проверяла готовность деревянной шпажкой. Он готов, можем доставать. Я иду.
Какой красивый аромат тыквы. Теперь, пока он еще тепленький, его нужно аккуратно достать из формы. Можно взять вот такую спатулку, аккуратненько поддеть уголочки, убедиться, что он там нигде намертво не прилип. Оп. Вот такой. О, все. Красота. Теперь нам нужно дождаться, пока кекс полностью остынет. Затем обернем его пищевой пленкой и оставим при комнатной температуре на ночь, чтобы кекс дозрел. И уже завтра будем разрезать и дегустировать. Но я не буду заставлять вас томиться в ожидании. Ночь. У меня есть вот заготовленные кексы. Приготовила я их вчера, обернула пленочкой. Они дозрели, а эти кексы для тех, кто придет завтра. Наш кекс готов. Могу ставить чайничек. Так, сейчас нарежу. Друзья, согласитесь со мной, это очень красиво, уверяю вас, это вкусно. Еще это постный десерт. Видите, постные десерты могут быть красивыми и вкусными. И, кстати, на моем YouTube-канале есть рецепт шикарного постного кофейного кекса. Кофейно-шоколадный. Очень красивый, очень вкусный. Обязательно приготовьте и его. А больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, колокольчики, чего там раздают. И давайте готовить вместе. А еще стаканчик миндального молочка. А есть? Да, есть. Все.